прошлом году, еще до Мурси, до восшествия на престол нового президента, один из министров, там сменялись они достаточно часто в то время, один из министров экономики Египта, выступая в национальном собрании, рассказывая о экономическом положении страны, заплакал. Именно открытым текстом, что называется, заплакал, сказал, что сейчас ситуация просто катастрофическая. Катастрофическая. Когда осенью прошлого года начались волнения, очередная волна этих беспорядков в Египте началась, и стали требовать от Мурси отчета за те 100 дней, которые прошли с его инаугурации, откровенно говоря, меня даже оторопь взяла. За 100 дней решить проблемы Египта, особенно экономические и социально-экономические, конечно, это немыслимо и трудно себе представить. Ведь просто несколько вопиющих фактов. Страна приближается по численности к 100 миллионам человек. Когда 40 лет назад я начал заниматься арабскими странами, в Египте жило 30 миллионов. Страна кормится с территории, которая составляет 5,6% всей территории. Вот на этой узенькой полоске вокруг Нила, по побережью Нила, основная считается житница. Почти 50% зерна импортируется. Как решать вопросы? Мубарак уходил, было в казне 37 миллиардов долларов запаса, сейчас порядка 10. И, как здесь правильно совершенно было сказано, пополнения нет. Ни от туризма, конечно, какой же европеец пойдет туризмом заниматься и получать удовольствие с ограничениями в передвижении вокруг туристических центров, ни от других источников финансирования. Естественно, конечно. Мурси не волшебник, и он, конечно, мановением волшебной палочки решить подобного рода проблемы вряд ли сможет, и вряд ли это кто-то сможет еще. Поэтому возникает, конечно, у всех нас, и у специалистов, и у наблюдателей, возникает вопрос, а что же дальше, а что будет дальше? Я считаю, что дальше будет, конечно, период достаточно затяжной нестабильности. Почему? Потому что если посмотреть на расстановку сил в Египте, то сейчас, конечно, нет той силы, которая бы смогла мобилизовать вокруг себя все основное подавляющее большинство населения. Почему? Потому что сейчас, после революционных лозунгов, пора браться за работу. Лопатку в руки брать, подходить к станку и так далее, и так далее. Все те возможности, какие есть. Не каждому это удается. И мобилизовать вокруг себя. Можно, конечно, несколько лозунгов сделать, несколько заходов таких общечеловеческих, но не более того. Если бы военные не заняли позицию нейтралитета, то, по-видимому, Мубарак бы не ушел. В всяком случае, военные сказали, что надо передать власть. И власть, опять же, была передана военным, но хочу заметить, что это не было диктатурой. Некоторые считают, что это плохо, что надо было, может быть, военным жестко взять власть, но я думаю, что военные не были, не хотели брать таким образом власть. Тем не менее, в тот период переходный, это с февраля 2011 до июля 2012 года, до момента выборов нового президента, все-таки военные много сделали. Они смогли гасить периодически возникающие возмущения определенных частей населения. То есть конфликты не разрастались. Им удалось внести изменения в Конституцию, которые
не раздражали так, как это сделано было в декабре, когда возникл, по сути, раскол страны по поводу некоторых положений изменения Конституции. Военные смогли занять очень взвешенную позицию в отношении тех вопросов, которые очень интересовал Запад. Это Кэмп-Дэвидские соглашения, это сохранение партнерских отношений с США. И с этой точки зрения они заложили тот базис, который мог бы быть реализован, потому что, как вы знаете, было решение о выделении значительных финансовых средств в плане экономической помощи, причем как по линии международных структур, так и по линии отдельных государств. То есть в целом ситуация не была столь плохая, хотя, конечно, она ухудшалась. И вот, отстранив военных от власти в июле прошлого года, новое руководство страны стало, с моей личной точки зрения, лодку раскачивать. И вот здесь вот и те события, которые сейчас мы имеем, в том случае, если бы военные все-таки не стабилизировали ситуацию, было бы еще хуже. Значит, что меня несколько беспокоит? Меня беспокоят некоторые процессы исламизации в армии, на низовом звене. Конечно, вот нынешняя власть в этом заинтересована, но эти процессы, насколько я понимаю, не несут пока катастрофического характера. Военные по-прежнему демпфируют вот эти противостояния, и они призывают к диалогу. В то же время я пока не вижу той фигуры, которая могла бы осуществить военный переворот, как бы повести страну, потому что, во-первых, непонятно куда, во-вторых, кто это будет сделать. И что, конечно, мешает военным, опять же, с моей личной точки зрения, это некоторое снижение авторитета к военным. Вот, оно, по-видимому, имеет место. Тем не менее, я думаю, что потенциал военных не исчерпан. Значит, пока эта сила будет существовать, пока она будет иметь собственную точку зрения, надежды на то, что хаоса не наступит, существует. Потому что военные не заинтересованы в дестабилизации ситуации, но они при этом не хотят оказаться между двух огней. Причем это было и в 2011 году, и сейчас. Даже, положим, вводя тяжелое вооружение в города, они стараются излишне не провоцировать и не участвовать в каких-либо... Во всяком случае, они не выступают как бы с одной стороны. Хотя, конечно, сам по себе, наверное, вот тяжелой бронетехники, наверное, он все-таки способствует укреплению нынешней власти. Если дать некоторые оценки вперед, то я думаю... И вот что еще хотел еще сказать. Помимо военных есть еще очень значительные, очень влиятельные силы, которые тоже не заинтересованы в дестабилизации Египта. Я имею в виду внешние игроки. Потому что развал Египта никому не нужен. В первую очередь не нужен Западу в лице США. И с этой точки зрения, я думаю, что несмотря на то, что было сокращено либо приостановлено финансирование оказания помощи Египту, по-видимому, этот процесс полностью не перекроет, он все равно будет осуществляться. Потому что Запад заинтересован в том, чтобы определенный уровень стабильности в Египте поддерживался. И с этой точки зрения вот эта помощь, она будет оказываться Египту и дальше, даже при сохранении власти Мурси. И это не является тем фактором, который может заблокировать. Потому что даже тот же новый президент Мурси, представитель братьев-мусульман, он тоже не выступил категорично за разрушение той системы, которая существовала, то есть я имею в виду, опять же, Кэмп-Дэвидские соглашения. Вот. И он все-таки ведет себя достаточно сдержанно. Вот это тоже создает некоторую надежду на то, что вот те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, они все-таки несколько будут демпфироваться. В всяком случае, они не будут приводить к развалу Египта, или, например, к отделению, например, восточной части Египта. Я думаю, что такие прогнозы все-таки алармистские прогнозы. Вот. Помимо дальних внешних игроков, есть, конечно, региональные игроки. И здесь ситуация такова, что на Египет многие страны ориентируются. И с этой точки зрения важно, чтобы наблюдался определенный уровень стабильности, потому что если в разнос пойдет Египет, то это скажется, конечно, на всем регионе совершенно однозначно, на всех близлежащих государствах.
Вот. Поэтому в целом, как бы резюмируя свое краткое выступление, хочу сказать, что помимо тех факторов, которые раскачивают ситуацию, есть силы, которые заинтересованы в определенной стабилизации. И эти силы, они являются серьезным сдерживающим фактором от того, чтобы Египет шел к полному параличу власти или к какому-либо хаосу. Спасибо.